Всем привет! С вами я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Возможно, на фоне вы сейчас можете слышать шум, а как известно, это неспроста. Потому что перед моим отпуском, когда я напланировал кучу дел успеть перед своим отъездом, заварить вам кучу суппортов, отвести крышки вариаторов к фрезеровщику, чтобы к следующему сезону все было максимально в полной боеготовности. К сожалению, вселенная решила хрен тебе, а не нормальные съемки, и отключила свет. И все ГСК, где мы находимся, в данный момент обесточено уже третьи сутки. К большому сожалению. Вчера меня не было, у меня были другие дела. Кстати, кто видел мой стрим, не самый удавшийся, но тем не менее первый, и я очень доволен, что удалось вообще его провести. Заканчивали мы его уже в Телеграме из-за технических проблем. Очень рад был всех видеть и буду стараться в такие эфиры выходить почаще. Очень понравилось, и, судя по всему, люди тоже оказались очень довольны, если бы не технические неполадки. Позавчера я целый день здесь находился, пытался что-то делать в темноте. Мы пытались снимать в темноте отсняли замену масел на 650-ке абсолютно без электричества. Тут у нас клубная 650-ка, я уже про нее говорил. Она немного подвисла, потому что мы еще решили на ней вскрыть вариатор. Сначала мы на ней заменили генератор, нашли зарядку, заменили 3 масла, заменили сайлентблоки двигателя, подшипники маятника. И теперь полезем в вариатор, потому что мне не понравились пластиковые шестерни. А пластиковые шестерни на ней, кстати, прошли 60 тысяч километров. 91 с копейками пробег у скутера, он много лет стоял. Примерно на 35 у него рванул ремень, когда владелец его только купил и перегонял из Питера. И вот с тех пор он поставил новый ремень, он прошел уже почти 60 и новые шестерни. А 30 тысяч назад мы поставили на этот скутер мои шпонки моего изготовления. Очень будет интересно вскрыть его и посмотреть, потому что я на разработку этих шпонок потратил очень много времени и дернул очень много людей. И пока что, исходя из тестов, которые я делал на сегодняшний день, из всех аналогов, которые можно найти на рынке, мои шпонки ходят дольше всех и беспроблемнее всех остальных. Я, кстати, чуть-чуть дороже их продаю, нежели аналог от другого профильного сервиса, потому что я считаю все-таки, что они лучше. Может быть, кто-то со мной сейчас не согласится, имеют полное право, потому что, когда мы говорим об аналогах, здесь все мнения абсолютно субъективны. Но в любом случае я веду эти разработки и стараюсь сделать лучше, потому что не всегда получается найти что-то. А компания Suzuki отказывается, к сожалению, нам продавать эти детали отдельно. В любом случае никакие аналоги не сравнятся с родными шпонками, которые мы можем купить только с первичным валом, к большому сожалению. В общем, я обязательно разберу его и сниму на эту тему отдельное видео с рассказом про свои шпонки, хотя я думаю, что про них уже все и так слышали, видели их и на Авито, и в каких-либо соцсетях, и на форуме я про них неоднократно писал. Все, кто в теме, скорее всего, слышали, что я придумал собственные шпонки, нашел качественный материал. Пока что у нас еще есть их запасы. Материал этот закупается из Германии. Ну, закупался из Германии. Как будет дальше, я, к сожалению, не знаю. И этот материал показал очень хорошую стойкость. Помимо этого, справа от меня стоит 400-й Skyway 2007, по-моему, года, который приехал ко мне также на съемки. Кстати, я думаю, вы уже стопудово слышали, что я создал
курс по самостоятельному обслуживанию скутера BMW C650 GT. Так вот, также я работаю сейчас над созданием курсов по 400-му Skyway, начиная с 2007 года выпуска, а также по 650-ке, где я планирую рассмотреть все самые-самые популярные работы, чтобы люди могли выполнить их самостоятельно, не допуская массы ошибок, и чтобы меньше людей приезжало в сервисы переделывать, доделывать и так далее. Также, чтобы меньше было ошибок у самих сервисменов. Я очень надеюсь, что рано или поздно эта вещь станет популярной, и люди начнут все-таки учиться, а не просто ломать чужую технику. Итак, на этой 400-ке мы перебрали полностью задний суппорт, и я это отснял прямо в формате видеоурока. Очень хотел сделать прямую трансляцию, но, к сожалению, без электричества у нас здесь не работает Wi-Fi, а мобильный интернет у нас здесь просто ужасный. Поэтому с трансляцией, к сожалению, не получилось. У меня была маленькая трансляция в Телеграме с другого телефона, там получше интернет был, где я без пневмоинструмента раскручивал вариатор из Казахстана, который мне до отъезда нужно починить и отправить обратно. Также я еще жду редуктор, уже не помню откуда, если честно, из какого-то региона России, от BMW, который тоже должен мне приехать, мне нужно его отремонтировать и отправить обратно. И еще я жду новые муфты в коробке гантели, которые вот-вот должны закончить изготавливать тоже в регионе России и выслать мне. Очень надеюсь, что я до отъезда успею их хотя бы получить. Собирать коробки, скорее всего, уже будем в следующем году, потому что я, видимо, просто не успею. Также на примере этого скутера мы будем снимать замену масла в редукторе, замену тормозной жидкости и задних колодок я включил в одно видео с переборкой суппорта, потому что я считаю, что надо показывать более интересные и актуальные моменты. Также у нас уже есть видео по нему по замене воздушного фильтра и по профилактике вариатора. Я также отсниму конкретно этот вариатор для того, чтобы в курсе было два примера совершенно разных вариаторов, чтобы люди понимали, какие могут быть проблемы и как они выглядят. Потому что предыдущий вариатор мы делали профилактику, там был маленький пробег, там были живые щеки, все равно там был нюанс с грузиками, был нюанс со сцеплением, я про это все подробно рассказывал. Здесь же мы имеем изношенные щеки, изношенный ремень. Грузики здесь, кстати, довольно живые, вариатор стоит по линии, тюненный. И изношенное сцепление, колодки до металла, колокол тоже не очень ровный. Я объясняю, как это все замерить, как это все разобрать, собрать с минимальным количеством инструмента, так, чтобы максимально сохранить все заводские моменты, чтобы ничего не ломать. Сейчас, кстати, рассматриваю вариант в 650 курс включить снятие, установку вариатора и базовую переборку, хотя бы замену шестерен. К сожалению, у меня до сих пор противоречие на тему того, надо ли это снимать. Скорее всего, это будет какой-то дополнительный урок, потому что, скорее всего, это не будет нужно всем. Мало кто хочет туда лезть самостоятельно. Все-таки это сложный узел. Тем не менее, я считаю, что правильнее было бы донести до масс, как снимать и устанавливать вариатор с минимальными повреждениями. Потому что у меня, кстати, был рилс про эту ошибку недавно. Вот тут у нас были неправильно одетые патрубки воздушного фильтра. Вариатор здесь перебирал я, но его привозили мне снятый. И кто его снимал, ставил, я, честно говоря, даже не знаю. Также бывает часто, что присылают люди из регионов технику и также снимают, ставят на свой страх и риск, допускают ошибки. Я даже не даю обычно гарантии на ремонт вариаторов, которые я отправляю куда-то, или которые не я устанавливаю, потому что какая-то ошибка при установке вариатора может привести к его разрушению. Собственно, чтобы не спорить, кто прав, кто виноват в таких случаях, я просто сразу обычно озвучиваю, что гарантии нет. Конечно, если что-то случается вдруг, что бывает, конечно, довольно редко, я говорю, безусловно, присылайте или привозите, и я посмотрю. И бывало такое, что я что-то делал, списывая это на гарантию,
историю, но если дефект похож на то, что он произошел вследствие неправильной установки вариатора, конечно, это уже извините. Явным примером такой ошибки является, например, неправильная затяжка болта первичного вала на 650-ках от 2005 года. Для этого нужен специнструмент, его нужно там или иметь, или изготовить, тянуть его правильным моментом, динамометрическим ключом. Когда я отправляю вариаторы, я все равно, чтобы минимизировать количество каких-то проблем и каких-то споров, даю рекомендации, как это правильно сделать. Но все равно люди умудряются допускать ошибки. Вплоть до того, что даже дал какой-то совет по разборке, люди все равно сделали неправильно. И так несколько раз. После этого я просто перестал давать советы. Вот касаемо моих коллег, не буду говорить сейчас каких, чтобы не сочли это за рекламу или антирекламу. Закон о рекламе мы теперь чтим, что называется. Выхода нет. Время такое у нас интересное, в которое мы живем. Собственно, у моих коллег есть на YouTube инструкция по переборке вариаторов, и у них прямо на превью вариатор разобранный неправильно. Меня просто, честно говоря, откровенно бомбит от того, что мне постоянно люди скидывают это видео и спрашивают, можно ли на него ориентироваться при разборке. Нет, блин, нельзя, потому что открываете мануал и читаете, если как бы хотите сделать правильно. Но, к сожалению, мануал открывать многие у нас не очень хотят. Или не умеют, потому что часто мануалы написаны на разных языках. В частности, самый понятный обычно для наших широт – это английский. Кстати, вопрос мануалов я периодически освещаю у себя в телеграм-канале. Если хотите почитать, вы знаете, где искать контакты. В общем, главная боль сегодняшнего дня для меня – это отсутствие электричества, потому что генератор у меня, конечно, есть, но он на 220 вольт. А очень многое мое оборудование работает от 380, сварка аргон, компрессор, токарный станок, даже гриндер у меня работает от 3 фаз, поэтому, к сожалению, очень много функционала с генератором мне недоступно. Очень обидно, я почти заварил 5 суппортов для того, чтобы отвезти их к фрезеровщику. Вот с этой 400-ки должен был быть 6-й, и он тоже обязательно туда поедет, как только у меня появится возможность его заварить. Обидно, что я немножко поленился закончить в последний день, когда был свет, и получается, что из 5 суппортов у меня более-менее доварены только 2, а 3 еще не готовы. То есть осталось буквально чуть-чуть, и мы остались без света. Это прям очень боль, прям печальная. Касаемо 650-ки. Очень интересно, что будет со шпонками. И если мне дадут электричество завтра, то мы попытаемся сделать прям разборку первичного вала и посмотреть, что со шпонками прямо в прямом эфире. Причем человек на самом деле хочет поставить новый 4-шпоночный вал, просто потому что вот, чтобы туда еще долго не лазить, у меня лежит просто вал уже довольно продолжительное время. Я хотел бы его продать, и этому клиенту делаю некоторый дисконт, потому что клиент очень сильно постоянный. Поэтому предложение интересное, и ездит он много, так что ему актуально. В любом случае, комплект моих шпонок однозначно послужил довольно-таки приличное количество километров. Кстати, помните гуся, который что-то среднее между 800 и 1200? Так вот, он у нас почти готов, и примерно в среду мы планируем его отдавать клиенту. Мы переделали на нем хвост, воздушный фильтр, и осталась только одна проблема с пластиком, который совершенно никак не стыкуется с мотоциклом. Но мы будем как-нибудь его устанавливать уже, чтобы это хотя бы было просто похоже на мотоцикл, а какой-либо кастомайзинг с пластиком мы уже на себя не возьмем, потому что мы банально тупо не успеем. Но я обязательно, когда мы этот мотоцикл подсоберем немножко, сниму про него отдельный короткий видос, может быть минут на 10, с рассказом, что мы сделали, как мы сделали, почему мы сделали, и в общем и целом покажу, что у нас получилось, потому что многим очень было интересно. Кто не смотрел, вот ссылочка на мое видео, где я рассказывал про этот интересный мотоцикл, который совершенно непонятно кем и зачем построен.
А на сегодня я с вами прощаюсь. С вами сегодня был я, Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Увидимся в новых интересных видео. В описании можно найти мои контакты, ссылочки на разные мои соцсети и так далее. В общем, как со мной связаться, если у вас будут какие-то вопросы, вы знаете. Всем пока!